Здравствуйте, детишечки! Приветствую вас снова на канале Торнхем Лайф. И сегодня мы поговорим о костюме Милины из игры Mortal Kombat 11. Ну и прежде чем приступить к рассказу о костюме, я сразу должна оговориться о том, что с заказчиком у нас был договор, что делаем мы костюм без серьезного крафта. Это будет мягкий, достаточно легкий сам по себе костюм. И у меня здесь есть шпаргалка. Я буду в нее периодически подглядывать, ну потому что запомнить такой объем материала, конечно же, можно, но зачем? Я не хочу. Итак, костюм делали мы, собственно, как обычно это делает наша студия, и маску делал наш любимый Джексон. И, кстати, о маске, по всей видимости, ролик уже был, и он должен где-то, ну, допустим, выскочить где-то здесь. Обязательно посмотрите, это очень прикольно. Итак, поехали. Я буду смотреть в ту сторону, потому что именно там у меня находится огромный наш монитор. Я вам его даже покажу. Я не знаю, было вам видно или нет. В процессе того, как я буду рассказывать об этом костюме, вы увидите, как одевается этот костюм. В качестве модели мы взяли для этого костюма нашу любимую модель Алину. Но дело в том, что за время карантина и всего вот этого вот Алиночка наша похудела достаточно капитально. Поэтому нам, ну вот, но костюм сидит при этом тоже достаточно неплохо. Итак, с чего мы начинаем одевать наш костюм? Леггинсы. Понятное дело, что леггинсы надеваются в первую очередь. Следом идет юбка. Эта юбка сделана из фактурной кожи. В оригинале там рогожка, но мы нашли вот эту вот фактурную кожу и сделали из нее эту юбку. Это было очень удачно, это очень сэкономило нам, сократило время производства. Юбка у нас шнуруется спереди и сзади. Это отдельная деталь, несмотря на то, что ее практически не видно на референсах. Тем не менее, на нее нужно обратить внимание, потому что она, ну, грубо говоря, задает силуэт всему костюму. Едем дальше. Верхняя туника, точнее, это нижняя туника, по сути, это вот этот вот удлиненный плащ. Застегивается она, разумеется, на кнопках. Обработку мы тоже сделали искусственной кожей по всем вот этим вот частям, по верху, по низу и по спинке у нас обработка идет. И там, если присмотреться, там достаточно сложная сама по себе система гибких шлангов, вот здесь вот по бортам и по спинке. Это пришлось строчить маленькие-маленькие ремешки, и из этих ремешков буквально плести вот эту вот всю перевязь, для того, чтобы это выглядело похоже на то, что у нас есть на референсах. Опять же, наверное, самое интересное в этом костюме это то, что сзади у него есть такая деталь, похожая на лопату, ну такой, вообще похожий на наконечник стрелы. И не на всех референсах видно эту деталь, которая располагается между лопатками. И здесь очень важно попасть в пропорции, потому что если ее сделать чуть-чуть больше, ну это реально будет напоминать саперную лопатку. Поэтому очень внимательно нужно смотреть на этот эпизод. Едем дальше. Дальше мы надеваем наколенники. Наколенники у нас тоже сделаны из мягкой замши внутри. Сверху у нас наколенники идут из той же самой рогожки, которая у нас была использована для юбки, ну, для боков вот этих вот. И плетенка, вот эта вот, которая идет на бедренные пластины. Собственно, на данном этапе мы имеем два наколенника, у которых есть вот эти вот бедренные пластины, которые тоже переплетены вот этими вот самыми ремешочками. Ремешки тоже все приходилось склеивать отдельно, потому что там нету строчек, то есть в референсах нету строчек, поэтому их пришлось клеить. И плести вот эту вот паутину Шарлотты буквально на вот этих вот пластинах, для того, чтобы они выглядели похоже на то, что у нас есть в игре. Дальше для того, чтобы наколенники нормально фиксировались на ноге, потому что костюм у нас подвижный, костюм предполагает у нас движение, там какие-то исполнения акробатических этюдов. Мы сделали шнуровки. Естественно, этой шнуровки тоже нету в оригинале, но мы с вами все прекрасно понимаем, что
компьютерных игрушках рисуют не на реальных людей, а на двухметровых рахитоидов, у которых ноги по 1,80 м, а у нас нормальные люди, которым нужно влезть в этот костюм и его еще снять и использовать еще какое-то количество времени. Поэтому, ну вот мы прочетырили вот этой вот шнуровкой, которая смотрится здесь весьма органично, и вот в этом вот моменте, где у нас лапша идет, мы сделали липучку, собственно, эта липучка у нас скрывает бантик. Поэтому, в общем-то, я считаю, получилась красота. Дальше идет следующий элемент, не забываем про ноги, мы продолжаем наряжать ноги. Это гамаши для обуви. Чем хороша вообще этот элемент одежды гамаши? Тем, что можно надеть любую обувь, любого размера, любого дизайна. И вот эти вот накладки вот эти на обувь, они скроют вашу обувь и, ну, допустим, при видеокосплее, то есть для фотокосплея мы берем красивые туфли на высоких каблуках там или еще что-то вроде этого, а для исполнения акробатических этюдов мы берем более удобную, более комфортную обувь. Нам не нужны две пары обуви, нам ну, глобальные две пары обуви, нам нужны вот две пары удобной обуви и вот эти вот гамаши, которые мы тоже сделали на шнуровке сзади. Этой шнуровки нету в оригинале, тоже нету в оригинале, но мы так любим шнуровку, вы бы знали. Это на самом деле тоже удобно, потому что это позволяет максимально плотно посадить по икре вот этот вот элемент одежды, то есть затянуть его, ну и распустить в нужные моменты, если вдруг что-то случается. Вот, и снять, и одеть, опять же, потому что у нас обувь, не забываем, надевается сначала обувь, потом надеваются все корсетно-корсажные изделия, потому что если мы сначала наденем корсет, потом будем надевать обувь, нам будет достаточно сложно это сделать без помощника. Вот как видите, здесь я помогаю Алине одеваться, потому что, ну, в одного это одеться, ну, достаточно сложно. Да просто запомните порядок одевания, это, ну, такое. Последний элемент, это, конечно, самый красивый элемент, это фиолетовые бантики, ленточки, они там тоже есть в оригинале, это вот так вот они завязываются, и так они, собственно, висят. Главное не потерять их в процессе, собственно, избиения какого-нибудь скорпиона. Так, дальше у нас идет пояс. Пояс этот мы сделали на крючках для того, чтобы, ну, если что, кнопки не разошлись. И еще на этом поясе интересно, что узор, по идее, это травление по коже должно было быть. Но дело в том, что корсет у нас должен был вписаться в определенные, так сказать, в определенный бюджет, поэтому все то, что у нас спереди, вот этот вот красивый элемент, вот этот вот узоры, вот эти, это все нарисовано кисточкой, это все нарисовано акриловыми красками, дана фактура, вот этими вот собственными ручками, магия, чуфы-чуфы, никакого мошеннства. Получилось весьма неплохо на самом деле. Ну, для компьютерных игрушек, для костюмов по компьютерным игрушкам такие вещи на самом деле допустимы, потому что текстура, которая натягивается на модельку, да, вы же прекрасно понимаете, что она тоже в большинстве своем плоская, то есть вот рисовачки все вот эти вот, они достаточно неплохо смотрятся на подобном костюме. Дальше, едем дальше. Дальше у нас пояс. Пояс мы этот сделали тоже на крючке, то есть мы его собрали из вот этих вот коричневых элементов, лепестков вот этих вот, и серебристых лепестков, которые были подшиты туда, но для того, чтобы это было быстрее. Так, надел, застегнул кнопочку, и там внутри пуговица с резинкой. И это дает нам тоже дополнительную свободу в движении. То есть костюм вроде бы многослойный, вроде бы громоздкий, но при этом в нем можно двигаться. Сверху, естественно, ну как наша обувь, это все украшается чудесным вот этой вот веревицей. Я недавно читала, как называется на самом деле этот элемент одежды в китайском костюме, потому что я читала про костюмы к дораме магистра дьявольского культа, но, естественно, я уже обо всем забыла, но статья была очень крутая, между прочим. Итак, у нас на мелину в конце надевается плетеный пояс с кисточкой, это кожаный пояс, и вот, собственно, фиолетовый вот лента вот эта вот. Остается нам надеть только перчатки. На перчатках, кстати, тоже плоские элементы сделаны.
В игре они более объемные, но, опять же, мы помним бюджет, да? Это лишний раз я намекаю на то, что если что, не экономьте. Итак, перчатки у нас тоже сделаны из стретч бифлекса, и на них тоже дана фактура для того, чтобы вот эта вот вся рванинка органично смотрелась. А фиолетовые части сделаны из бифлекса, там даже дальше кожаные ремешки, и тоже все это подкрашено. Ну, чтобы это выглядело как куски камня, каменное оружие. Ну вот, собственно. И последний, конечно же, самый основной элемент в костюме Мелины – это маска. Маска, конечно, получилась просто феерическая. Наша милая Алина превратилась в угрожающее оружие массового уничтожения практически в этой маске. Маска, между прочим, довольно удобная. Она крепится на уши, на резинке. И, в общем, собственно, еще раз напоминаю о том, что про маску эту можно посмотреть видео. Подсказка выскочит вот здесь, вот где-нибудь она обязательно выскочит, и можно понаблюдать. Вот, собственно, так и выглядит. Ничего на самом деле сложного. Так и выглядит костюм Мелины целиком. С учетом того, что мы уже делали костюм Скорпиона, теперь у нас есть второй уже, между прочим, костюм Мелины. Первый костюм был из 10-го Mortal Kombat. Если мы соберем еще несколько покемонов, то можно будет устроить, наверное, Mortal Kombat прямо у нас в студии. Главное, чтобы было где устраивать наши бои без правил. Итак, что я хочу сказать в заключение. Вот такой вот у нас получился костюм. Главной целью нашего видео и нашей примерки было посмотреть, как это все смотрится в общем образе на уже живом готовом человеке. Целиком, потому что все детали костюма делались либо постепенно, то есть они собирались на манекене, но нам было интересно посмотреть, как это будет вживую. Да, Алина у нас похудела до 40-го размера внезапно. Зачем она это сделала, непонятно. Алина, вернись, не, как хочешь на самом деле. Но теперь мы видим, как выглядит это все дело на девушке подходящего человеческого, скажем так, размера, потому что мы все прекрасно знаем, что создатели игр очень любят грешить очень любят двухметровыми ростами своих персонажей, 2,5 метра ростом и ноги 1,80 м. И очень важны пропорции, когда ты пытаешься впихнуть практически невпихуемое огромное количество деталей на ногах, на вот поясе, еще где-то, вот так, чтобы это выглядело не в ширину, а в длину, как это в оригинале. Но я считаю, что у нас, в общем-то, получилось. Спасибо большое разработчикам игр. Продолжайте радовать нас человеческими пропорциями. Физикой планеты Земля. Отдельное спасибо создателям костюма 4-й игры Assassin's Creed Эдварда Кейнова. Люблю его нежно, особенно его пряжку на поясе, которая застегивается не в ту сторону. На этом я заканчиваю. Единственное, что я вам могу сказать: Choose the fighter! Все? Choose your destiny. Бонусы не настоящие, нихуя не получается. А еще материться нельзя теперь на YouTube. А ты будешь запикивать. А все равно никто не оценит, потому что я в прошлый раз старался. Я выбрал не материться? Нет, я выбрал на цензуру, выбрал специально хитрую картинку. Не просто там, как жутко оригинально делают букву «Пи». В одном из видео я сделал прям отсылочку, и вообще никто это не заметил. Так что вот. Ну, нет, бонус это все равно, это видишь, как ты рассказывал. Про цензуру бонусов. Да, нормальные бонусы. Смотрите, вот хорошо, вот вам бонусы. Бонусы, между прочим. Хорошо, это будут бонусы. Я сейчас из себя петличку вытащу. Смотрите, видите, какие бонусы? У нас есть телевизор. Да что такое? У нас есть телевизор. Вот я сидела вот здесь, вот на этом кресле, и смотрела вот туда. Телевизор — это очень удобно на самом деле. И вот там все видно. Так вот раскрыла все секреты вообще. А ты что, не хотел? После шпаргалки еще. Ну да, у нас честный канал. Теперь будем рассказывать, что
У нас телесуфлер. А я сказала... И все остальные. Я, значит, пишу видео по памяти с одного дубля, а Лолочка тут всем палит, что у нас телесуфлер. Я не пользуюсь телесуфлером. В следующем не видео буду начинать с выключенного телевизора. Мне придется теперь начинать. Я могу вам сказать, Ну, чем пошел пользуется работать. Джексон. А где доска? Ой, Не можешь. Джексон Вот пользуется вот доска. таким, вот у Джексона вот такой Телесуфлер, телесуфлер. огнетушители, заполнить аптечку, бытовой порядок 1 час в неделю, в день. Ага. Когда последний раз было? Мытье холодильника, как тебе? С Нового года список. С вами была программа «Увлекательные флаги» с Шелдоном Купером. Всем пока!